Всем привет! С вами Дмитрий. Сегодня я расскажу про канал Миллионник, который я веду. Рассказ будет интересным. Запасайтесь напитками. Итак, поехали! Этот канал я стал вести где-то с июля 2019 года. Обучившись на менеджера YouTube, мне, так сказать, подфартило. Я нашел вот этот канал. Помимо этого канала, конечно, есть и другие каналы, но этот канал был особенный. Почему особенный? Во-первых, канал все-таки рассчитан на англоязычную аудиторию. Давайте посмотрим, что из себя представляет канал, мой канал. Видеоролики об изготовлении торцевых разделочных досок. Вы сами можете видеть просмотры по 4 миллиона, по 3, по 2, по 1. Ну и, конечно же, там есть и по 100 тысяч, по 200 тысяч и так далее. Как я уже говорил до этого, канал направлен на англоязычную аудиторию. Соответственно, и все настройки канала, и теги, хэштеги, описания в основном я настраивал на английском языке. Ну, сами представляете, вы только обучились, и вот вам канал. Смотрим информацию о канале. Здесь, конечно же, описание на английском языке. Ну что, приветствую, меня зовут такой-то, я мастер. Работаю в создании торцевых разделочных досок. Мне очень нравится создавать доски. Я подскажу или помогу вам, как правильно делать торцевые разделочные доски. И смотрим на статистику. На канале 58 миллионов просмотров. Сами понимаете, что это очень серьезно. Когда я начал работать на этом канале, была определенная статистика. Итак, переходим в творческую студию. Заходим в аналитику. И выбираем другой диапазон дат, когда именно я пришел и начал работать. Вот 1 июня, значит, по 1 июля выбрать. Соответственно, было 4,2 миллиона показов, просмотров было, ну, соответственно, где-то 304 тысячи. Я, конечно, ринулся в бой очень резко. Стал настраивать канал, стал изучать Google Trends, Яндекс.Вордстат, VidIQ у меня стоит, Keyword Tool и другие настройки, с помощью которых я пытался оптимизировать канал, потому что мне задачу поставили все-таки поднять просмотры. Контракт со мной заключенный. Задача ставилась мне именно до конца года 2019 набрать определенное количество просмотров, определенное количество зрителей и определенное количество доходов. С 1 июля давайте посмотрим по 1 августа и смотрим. Моя активность сразу же проявилась. Смотрите, появился, значит, YouTube стал продвигать канал, почти 10 миллионов показов, и увеличилось количество просмотров 525. За счет чего я добился такого результата? Ну, прежде всего, конечно же, это превью. Я стал сразу же профессионально делать превью, изменять. Правильно оптимизировал сам канал, теги канала, ну и соответственно теги видео, описание, название, все делал в одном ключе. Ну, как же повторюсь, что с помощью программ VidIQ, Keyword Tool, Яндекс.Вордстат, ну и Google Trends. Google Trends это один из основных помощников по работе, особенно с английскими тегами. Он показывает, какие теги сейчас в тренде, как можно оптимизировать ролик, как можно оптимизировать канал. Это очень важно.
Именно откуда шел трафик. Это из раздела рекомендуемые видео 24%, из раздела видео 52%, поиск на ютубе, но там уже не так много. Смотрим по воронке продаж, соответственно было показывать 10 миллионов, а просмотров было 302 тысячи. Очень интересно, откуда приходит трафик. Он приходил из, кстати, Гугла, из поисковой системы, приходил из Ютуба, но из Яндекса, там и, соответственно, из других разделов. Вот, давайте посмотрим именно какая же аудитория. Смотрим. В основном люди, конечно же, смотрели без подписки. Мужчины. Вот. И тогда были на первом месте еще россияне, Соединенные Штаты на втором месте, Бразилия, Украина и Германия. Германия замыкала. Там, конечно, можно подробнее раскрыть. Там и Беларусь, и Казахстан, и Узбекистан, и другие страны, и Израиль. Вот, ну, более подробно, это если кому-то надо будет, то я расскажу и покажу. И смотрите, по возрастной категории, это основная масса от 25 лет даже до есть 64 и даже чуть-чуть есть 65 и старше. Основной как бы без субтитров, хотя субтитры я тоже все настраивал. Я работал по схеме, которой научился, которую меня обучили в 2019 году. Также обучался и в 2020 году. Уже прошел много семинаров, онлайн-семинаров, есть сертификаты. Так что, если нужно вам помочь в настройке каналов, увеличить вам какие-то просмотры, именно количество подписчиков, выйти на монетизацию, и я вам всегда могу помочь. Так, это мы посмотрели, когда я начал работать в июле. Но результаты, конечно же, были важны на конец года. В принципе, я справился неплохо. Сейчас давайте посмотрим другой диапазон. Вот диапазон делаем до 1 марта. Выбрать. Вот, смотрим просмотры. Вот, да, и вот смотрите, у меня выстрелило к февралю уже поднялось показы, YouTube стал продвигать 13 миллионов и просмотров, соответственно, уже увеличилось до 632 тысяч. По 2-3 тысячи подписчиков в месяц набиралось дополнительно на канал. Один из условий контракта это был набор подписчиков. По воронке продаж мы смотрим, вот 13 миллионов показов, просмотров было, вот 632 тысячи. Какой же трафик? Это получился из разделов YouTube 63%, рекомендованные видео 17,5%. То раздел YouTube смотрели сами подписчики, потому что когда они смотрят и идет конечная заставка, они с автоматом переходили, смотрели на другие ролики. Не просто один ролик посмотрели, а несколько роликов. Ну и, конечно же, страница канала, поиск на YouTube и внешние источники, там Google и другие. Теперь давайте посмотрим по аудитории уже. Аудитория 2020 года. Ну, американцы у нас также вторую строчку держат. Россия все-таки она так и выбилась в первых. Хотя как бы я думал, что американцы будут первыми, потому что в основном все комментарии на английском языке. Германия, Украина стала третьей, Германия четвертой, Бразилия пятая. На сегодняшнюю дату стабильность канала, поддерживание оптимизации роликов, поддерживание создания новых превью, оптимизация, значит, самого канала, они все-таки приносят пользу. Вот давайте по сегодняшнему. Сегодня 14 января 2021 года. Выбираем. Давайте смотрим просмотры. В принципе, конечно, они немножко подпали, но 8,3 миллионов показов и где-то почти 600 тысяч просмотров. И это когда кризис на дворе. Здесь очень много нюансов, можно рассказывать часами, но это просто был как бы ознакомительный ролик, потому что там задали вопрос, комментарий, что ты сказал, что ведешь канал Миллионник.
Поэтому я хочу вам рассказать этот канал Миллионник и показать его. У меня есть другие каналы. Есть каналы, которые и 5 подписчиков начинались, есть каналы, которые 500 подписчиков, есть каналы, которые несколько тысяч подписчиков. У всех своя методика на английском, направлена на англоязычную сторону, на русскоязычную, на страны СНГ, именно своей нишей, своей направленностью, своей уникальностью. Это все отличается. Все настройки, все оптимизации, они совершенно разные идут. Работа с этим каналом мне очень нравится. Здесь я параллельно и обучался, и рос, помогаю людям. Люди благодарны, и сами, кто смотрит ролики, пишут хорошие комментарии. Ну и давайте рассмотрим один из роликов по оптимизации. Делаем еще. Это мой стиль. Он такой как бы краткий, очень, ну, для каждого канала у меня свои настройки. Ну, для англоязычного канала, конечно же, идет в основном все английские теги, хэштеги. Хочу показать, что показатель через VidIQ очень хороший, он в зеленой зоне 72,1, соответственно, популярность тегов 2 к 5 и ранжированность тегов 5 к 5. Это очень такой важный показатель, соответственно, что тебя YouTube рекомендует, идут просмотры, идут наборы зрителей, это очень важно. Хочу показать вам по тегам видео, которые я настраивал. Они некоторые есть и первое место, есть в тройке, в пятерке, в десятке. Это очень важно, потому что как ты настроишь видео тегами, так тебя будут находить люди на просторах интернета, в YouTube. Здесь и настройки и на Google, и на Яндекс, и на YouTube. Все как бы настроено для хорошего ранжирования и для хороших поисковых, значит, систем, чтобы находили канал. Вот хотел вот это показать. Еще хотел один ролик показать, это который недавно я запускал. Он был хорошо оптимизирован и набрал почти около 150 тысяч за короткий срок. Сейчас я покажу. Вот это изготовление доски номер 18. Сейчас мы посмотрим, как. Ну, вот здесь есть, значит, описание такое же небольшое, как бы основные перелиновки на свои сайты. А что я хотел показать? Смотрите, здесь по VidIQ показатель 80. Это очень хороший показатель. Один из роликов есть даже 96, но как бы там его надо будет найти. Роликов потому что много. Вот, показатель 80, это о том говорит, что сам видеоролик настроен очень хорошо, он создан хорошо, его хорошо смотрят, у него хорошая оптимизация, хорошие теги, хорошие хэштеги, описание, он хорошо ранжирован в поисковой системе, поэтому YouTube продвигает. Вот он почти с начала ноября, с конца октября он уже набрал 145 тысяч, это очень немаловажный фактор. И он также набирает, он в принципе даже где-то за, наверное, полмесяца без всякой рекламы набрал сразу 100 тысяч, выстрелил. Хороший ролик. Каждый ролик на канале, он является локомотивом для канала. Поэтому очень важна стабильность заливки роликов. Это как бы я в будущем расскажу вам и покажу. Так, ну вот вкратце о канале MTM Wood, который я веду уже с 2019 года, который очень меня вдохновляет. Я, соответственно, вышел на определенный уровень, какие ролики заходят, какие ролики не заходят. Очень понятно, что есть какие-то другие темы на YouTube. Всегда нужно оптимизировать и продвигать ролики правильно. Если у вас какие-то есть вопросы, задавайте, я помогу, потому что опыт у меня очень драгоценный. Ведение не только русского YouTube, но и англоязычного YouTube. Помогу вам, как создать канал, как именно продвигать канал, как оптимизировать ваши видео, как выйти на новый уровень, достичь монетизации. Даже можно, в принципе, завоевать англоязычный рынок, но надо определиться, с какой нишей. Я вам скажу, подходит эта ниша или нет, и тогда у вас все может быть тип-топ. В 2021 году
В любом случае еще не поздно начинать вести канал YouTube, потому что многие каналы, которые до этого накручивались, там накрутками делались, да, они их закрыли. Сейчас лучше работать по-честному. Методы, которые продвижения, я могу вам показать, рассказать. Так что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, можете написать на почту, можете где-то в соцсетях, там все адреса есть. Всего доброго и до новых встреч. Пока.